Книга 13. Тао. Путь Вознесения. Голограммы Ану. Ану систематически шли на скрещивание с рабами и красной расой, производя на свет потомство, которое иногда было наполовину великим мастером, и наполовину Ану, или наполовину рабом, и наполовину Ану, или наполовину красным и наполовину Ану. Чем еще оставалось себя занять в жизни протяженностью 18 тысячах лет, в которой нет места развитию? Сексом, сексом и еще раз сексом, делать детей и еще больше детей. К вашему сведению, Афродита или Венера выходила замуж около 800 раз, за различных по происхождению партнеров, и произвела на свет более чем 900 отпрысков. И каждая свадьба была более замысловатой, чем предыдущая. Из этого ясно, почему люди с данной наследственностью настолько озабочены любовными отношениями, интригами и браком. Именно путем межродового скрещивания, собственные голограммы Ану стали частью окружающих Землю голографических планов. Если бы Ану не желали смешиваться с любыми другими людьми на Земле, то они, возможно, сохранили бы свои голографические связи с плеядами. Вместо этого, их голографическая природа в процессе скрещивания стала частью человеческих реалий Земли и человеческих голографических планов. В настоящее время, люди прямой голографической и родовой наследственности Ану, в большинстве случаев обладают наибольшей властью и богатством на Земле. Однако каждое голографическое выражение испытывает в колесе жизни всевозможный опыт и переживания. Поэтому, обладать наследственной связью с Ану вполне может ваш начальник, или родитель, или родной брат или сестра, или супруг, или ребенок. Следовательно, не только богач, чиновник или знаменитость выражает характер Аннанук, но и всевозможные люди. Наблюдая вокруг себя, восходящий человек обнаружит, что узды правления и наибольшую силу в любой группе или семье чаще всего берут в свои руки те, кто имеет наследственность Ану. Люди же с рабской наследственностью смотрят на представителей наследственности Ану, как на хозяев, кумиров, звезд, господ. Люди с красной наследственностью по большей части осознают, что к чему, и тем или иным образом стремятся в жизненных реалиях к равенству и единству. Люди имеют склонность собираться в группы, которые одновременно выражают представителей всех голографических характеров. Поэтому, внутри любой самой различной группы, обычно присутствует человек от каждой голограммы. Является ли такая группа корпорацией, фирмой, церковью, правительством, духовной группой или организацией любого другого рода? Интересно было пронаблюдать это явление. Каждый год, в духовной школе Вознесения формировалась новая группа, поскольку родословные призывали экспериментировать со следующей фазой вырезания карты человеческого вознесения. Каждый год приходили люди, которые имели поразительное сходство с другими, а точнее с теми, кто оставил школу за год до того, как вводилась программа по переводу соответствующей наследственности на следующий уровень работы. Такова природа голограмм в связи с человечеством, что позволит читателям глубже понять тот факт, что вы действительно являетесь единым видом, независимо от расы, пола, статуса или сексуального предпочтения или томографической предрасположенности. Голограммы Ану. 1. Афродита, Иннана или Венера, богиня любви. 2. Гадес, Плутон или Мердук или Аид, бог подземного царства теней. 3. Артемида, Диана, богиня охоты. 4. Афина, богиня интеллекта или мудрости. 5. Аполлон, Меркурий или бог коммуникации. 6. Марс, бог войн. 7. Гера, Юнона или богиня брака и рождения. 8. Деметра, богиня урожая и изобилия, мать рабов. 9. Гермес, проводник душ умерших, ушедших в подземное царство. 10. Гестия, богиня домашнего очага или семейного уюта. 11. Зевс,
Юпитер – верховный бог, Аштар. 12. Дионис – бог праздников, виноделия, пристрастия или иллюзии. В сущности, все вышеназванные голограммы – это типы характеров, которые прибыли с Плеяд как семейство, чтобы добывать золото на Земле. Сами по себе они не были особо сознательными, или обладающими высоким знанием, как и не были особо духовными по природе. Вместо интереса к развитию, эту группу поглотил интерес к всевозможным методам продления жизни, так как по своему голографическому характеру они не поддерживали эволюционную цель. В результате, когда Ану добыли знания родословных великих мастеров, хранивших в себе знания о Вознесении, они захотели использовать изъятую информацию в целях расширения своих жизней. Особые ритуалы, в которых тем или иным образом использовалось изъятое знание, создавали им отсрочку полярности жизни и смерти, тем самым приводя к падению сознания на Земле. Люди с наследственностью Ану, которая является у них либо голографической, либо родовой, либо и то и другое одновременно, как правило, поддерживают в сегодняшнем мире интересы, схожие с Ану. Большинство из них не являются гуманными по характеру, однако в собственных ограниченных реалиях увлечены любовными отношениями, всевозможными приобретениями, инвестициями в недвижимость, финансовыми инвестициями, или властью над человечеством на свой лад и в определенной степени. И не имеет значения, родился ли такой человек монархом, избранным чиновником, или генеральным директором, или стал менеджером маленького отдела в фирме. Просто такова природа голографической личности Ану. В случае, когда люди наследственности Ану восходят, они должны быть ограничены уровнем 1800 единиц ДНК. И это опять-таки имеет место из-за смешивания ДНК, которое главным образом является кремниевой по природе. Если при строительстве зародыша в утробе, стержневые родословные были непосредственно связаны с Ану, то такой человек большей частью обладает ДНК на кремниевой основе. Такие люди не подходят для восхождения в биологию на основе углерода, необходимую, чтобы входить в великое центральное Солнце. Поэтому такие родословные и голограммы будут поэтапно выведены из всех будущих человеческих рождений в грядущих 5 поколениях. Зачастую люди наследственности Ану – это информационные брокеры. Такого рода способность к бессознательному вреду происходит у этих людей главным образом из-за того, что Ану, в целях продления собственных жизней, лишили красную расу всей информации. Поэтому, в текущем опыте, посвященным необходимо учиться осознавать присутствие тех, кто удерживает томографическую предрасположенность к Ану, так как со временем могла происходить утечка собственной информации, и информации своих предков к таким людям, и их предкам.